Все, теперь мы Асю спрятали от солнца, потому что плечи сгорели, чтобы она не стала такой, как я. Здесь, в старом городе, каждые ворота – это произведение искусства. Мало кто знает, что Фредди Меркьюри родился именно в Танзании, на Занзибаре. Ребят, всем доброе утро. Сегодня у нас такой немножко ленивый день, спокойный, и мы его решили провести на наших пляжах в Пхване, Мчангане. Покажу вам эти пляжи, это побережье, насколько сильные здесь бывают отливы, которых все очень боятся, и поэтому все уезжают в Нунги и в Кенву. Но мы выбрали именно этот пляж и не пожалели об этом. Вот смотрите, сейчас 9 часов утра, и океан ушел значительно далеко, метров на 500. И я думаю, что он вернется через часа полтора, не раньше. Алиса осталась с дядей. Алиса. Жить в Африке, да? Алиса. Ветер сегодня с утра очень сильный. Пойдем мы сейчас пройдемся по пляжам. Ася останется здесь лежать, она с нами идти не хочет по солнцу. Вот прямо на нашем пляже есть вот такой шатер с картинами. Здесь тоже куча всяких сувенирчиков, браслетиков, нашейных украшений. Вот. В Занзибаре большое количество альбиносов. И у них, по их обрядам, очень ценятся амулеты с костей альбиноса человеческого. Я не альбинос, можешь не рассказывать. Поэтому я себе хочу найти амулет с кости альбиноса на память. У меня вопрос, ты на солнышке не перегрелся? Ну, без шапочки ходишь ты у нас, поэтому... Вот, сейчас будем искать себя. Вот, уже нашелся амулет с чьим-то зубом, но на человеческий он не похож. Элис. Африка. Пошли. У меня дома в Одессе на кухне стена тарелочек со всего мира, где я бываю. Вот по одной тарелке с какой-то страны я всегда привожу. Но здесь какая-то печалька, потому что все тарелочки вот такие вот глубокие, их на стену не повесишь, и они без дырочек. Зато их можно как для кошки взять, как поилочку не для надо воды. Мне для кошки. Я хочу именно на стену. Ты если дырочку сможешь здесь проделать? Но она опять же сильно выпирать, получается, будет. А вот же плоская тарелочка. Вот, смотри. Нет, она не висит. Это просто как, я не знаю. Ценитель картин. Алис, что там? Дотя, что там такое ты нашла? Ты смотришь картинку? Нос из черного дерева. Ну куда ты ребенку нож даешь? Море. Здесь, в Пхване, намного меньше людей, меньше отелей, более спокойно, спокойные тихие пляжи. Нет такого движения, как в Кенве. И очень много всего интересного. Сокровища, дары моря, дары океана. В местных отливах есть свои плюсы. То, чего вы никогда не увидите в Нунгви или в Кенве. Если вы попадаете в отлив, можно уйти далеко-далеко к рифу, что мы сделаем сейчас в ближайшее время. Мы поставили на телефон специальную программу отливов и приливов. И вот мы ждем, сейчас будет отлив, и мы уйдем туда к рифу. Там глубина 9 метров. Огромные звезды морские, куча ежей, куча всяких рыбок. Ну, в общем, красота. Постараемся там поснорклить с маской и что-то сниму под водой. А в Кенве и в Нунгви этого нет. Сегодняшний утренний улов. Джума поймал рыбу. Также можно договориться на пляже, чтобы вам в океане поймали разную рыбу, лобстеров,
осьминоги, что угодно, и приготовили, но надо сразу цену сбивать в 2 или 3 раза, потому что с самого начала они, конечно, ее завышают, надеются, что вы купите так, но можно договориться гораздо дешевле. И тут морепродуктов прям масса, очень вкусно. Порции просто гигантские, и можно наесться с семьей, и еще останется на потом. Сегодня, чуть позже, когда мы проголодаемся, мы вам все это покажем. Пляжи Пхвани бескрайние, и мы сейчас пройдемся по всему пляжу. Я пошел. Прилив, и я пошел купаться. Прилив, океан вернулся. Классно вообще, водичка прозрачная. Местный пивасик Килиманджаро, очень даже ничего. Классное пиво. Жители Пхвани-Мчангани ведут типичный для прибрежных деревень восточного побережья быт – сбор морских водорослей и рыбная ловля на традиционных деревянных парусных лодках Доу. Как и на всем восточном побережье, океан в Пхвани подчиняется воле Луны, а возможность покупаться здесь зависит от приливов и отливов. И хоть отлив ограничивает возможности поплавать, вы можете, не вставая с шезлонга, наблюдать удаляющийся океан и наслаждаться меняющимися красками и оттенками воды. Здесь на пляжах Пхвани продаются вот такие гигантские раковины, и они их пытаются впарить туристам за $30. Говорят, что в аэропорту проблем на таможне с ними не будет, но я не верю, они могут быть, потому что ни чека, ничего. И, конечно, не $30 ее цена, но максимум 5 я бы за нее дала. И вот этот известный отель Вайкики, в который мы собирались изначально. Мы должны были отдыхать в Вайкики, но в последний момент я передумала. Сейчас идем посмотрим, какие цены здесь в баре. Покажу вам меню и примерные цены в долларах в Вайкики отеле. Он здесь такой самый известный на этом побережье. И здесь иногда проходят вечеринки какие-то. Ну вот, в принципе. Пицца от 9 до $13. Виски, коктейли. Я думаю, что это, наверное, цена за, не знаю, за 50 грамм, $22. Ну вот, бургеры, сэндвичи за $9, за $7. Салаты 4,5, 5. Ну так, в принципе, средненько. Вот, каждую пятницу у них здесь туса в Вайкики. Со всех пляжей сюда приходят туристы, потому что больше особо пойти некуда в Пхвани. Вот здесь в Вайкики похожие бунгало на наши, но у них нет бассейна в отеле. Большинство отелей от Матеамве до Кивенгвы, а мы сейчас между ними, построены итальянцами для итальянцев. Вы будете удивлены, но даже местные ребята на пляже, предлагающие купить фрукты и сувениры, говорят по-итальянски очень даже неплохо. Если вы гуляете по пляжу, вы смело можете зайти на территорию любого отеля. Для вас тут запрета нет. Магазинов и кафе в Пхвани практически нет. Сегодня мы заказали еду у местных рыбаков на пляже. Мы наконец-то дождались наш полуужин, полуобед. И вот здесь вот так вот это все. 2 картошки фри, осьминоги на гриле, Креветки, да, лобстер. и вот такие вот лобстеры.
все вот это вот нам обошлось в... $17,5. Да, в $17,5 все. То есть я думаю, в принципе, втроем, вот нас 3 взрослых человека, мы вполне наедимся. Вот еще кальмары. Класс. Сейчас Алиса будет креветочку кушать, да? Я ей вчера чистила на острове креветки, она их так аж за милую душу ела. Сейчас, подожди, мама сделает тебе, подожди. На. Ой. Ну, можешь хоть сюда куда-то на Здесь частный мини-детский садик. Будешь рисовать, Алис? Скажи привет. For the show. So welcome so much for the show. Yeah, they are from Tanzania forest for sure. Welcome so much, welcome Masai. This is how they do. It's not direct that will get a wife, but should also pay 12 cows as a bride price. And actually, Maasai, they are settled only in the bush, and they are here for work, and they are great work. Their great work here is security. Clap your hands for Maasai. Davai. Actually, the first song is called the Embrukoi. This song, Maasai they sing when they are going to kill the lion. It's really interesting. Welcome so much. Davai Maasai. Yeah. Hakuna matata. Idiot. Страшно, да? My friend, new friend. Дела нет, надо было его отправить. Это все нормально. Я просто не заметила, как этот день пролетел. Всем спокойной ночи и до встречи завтра. Смотрите, какая луна обалденная.